Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о растении, которое входит в топ-20 самых необычных экзотических растений. Это древесное растение носит диковинное название жаботикаба и относится к семейству миртовые. Известные другие наименования этого вида – это джаботикаба и бразильское виноградное дерево. Многие из нас о нем и вовсе никогда не слышали. Однако на родине в Южной Америке это дерево пользуется большой популярностью. Удивляет в нем то, что плоды жаботикабы растут прямо на стволах, что выглядит очень необычно. Подобное явление носит название каулифлория. Это когда формирование цветочных почек происходит на стволе и основных ветвях, а не на кончиках веточек, как у большинства плодовых. Это явление встречается достаточно редко. Стволы и крупные ветви жаботикабы просто усыпаны шарообразными очень темными плодами, привлекающими внимание своим необычным видом. Свое экзотическое название дерево получило благодаря черепахам, которым нравятся его спелые ягоды. Джаботикаба, на языке индейцев тупинамба, черепаховое место. Уникальность растения заключается в том, что цветы появляются непосредственно на стволе. Они формируются вместо новых побегов. Может возникнуть вопрос, почему же эти фрукты не растут, как на других деревьях? Ответ прост. Жаботикаба эволюционировала в такой манере для того, чтобы животные, которые плохо лазают по деревьям, могли забраться достаточно высоко, сорвать плод и распространить его семена дальше от родительского дерева. Самостоятельно опавшие фрукты не могут укатиться достаточно далеко, и всем им придется прорасти на ограниченном пространстве. Однако, благодаря такому расположению соцветий, черепахи, употребляющие плоды джаботикабы, могут без проблем их достать. Удивительный по своей доступности способ плодоношения обеспечивает распространение растения на большие расстояния. Также особенностью растения является медленный рост дерева, что не мешает ему достигать зрелого возраста. Некоторым экземплярам насчитывается 100 лет. Если выращивать эту культуру из семени, первый урожай появится через 10-15 лет. Отросток начнет плодоносить через 5 лет. Но селекционеры вывели гибриды, на которых ягоды образуются на 4-6 год жизни. Такая жаботикаба отличается цветом ствола. Кора у дерева светло-коричневого цвета с розовым оттенком, покрытая серыми пятнышками. Она довольно тонкая, из-за чего часто отслаивается. Сочные ягоды сладкие и содержат много полезных веществ. А вот насладиться свежими плодами могут только жители Южной Америки и Юго-Восточной Азии, поскольку они непригодны для транспортировки. Из ягод делают вкусное варенье, мармелад, вино и лечебные настои. Вечно зеленое дерево имеет промышленное значение в странах Южной Америки, Бразилии, Перу, Парагвая, Уругвая, на севере Аргентины. Его выращивают на Кубе, Карибских островах, Филиппинах, Тайване, в Португалии. Жаботикабу в коммерческих масштабах выращивают только в Бразилии и в некоторых странах Южной Америки. Ее широкому распространению в других странах препятствует требовательность к климату и температуре воздуха. Также медленный рост дерева и небольшой срок хранения плодов мешает увеличивать коммерческие продажи жаботикабы в странах выращивания. Свое распространение по миру жаботикаба начала в 20 веке. Из Бразилии в 1904 году было отправлено несколько сортов этого дерева в США. С тех пор растение встречается не только в ботанических садах штатов, но и на приусадебных участках в Калифорнии и Флориде. В Бразилии из сочных плодов, по вкусу и внешнему виду напоминающих виноград, готовят красное вино. Здесь же растение приобрело свое второе название – бразильское виноградное дерево. В диких условиях жаботикаба достигает высоту 12 метров, но на плантациях вырастает максимум до 5 метров. У нее раскидистая крона, с компактными глянцевыми овальными листьями. Весной они светло-розовые и источают приятный аромат мирта. Позже листва становится темно-зеленой. Овально-ланцетовидные кожистые с глянцем листья имеют ширину от 1,2 до 2,5 см, а в длину они могут достигать от 2,5 до 10,5 см. В зимний сезон часть листовых пластин обычно опадает. Дважды в год, в мае и сентябре, белые четырехлепестковые цветки с 60 тычинками вырастают непосредственно на крупных ветвях и стволе, создавая удивительную картину.
Активный период цветения занимает несколько дней, в течение которых практически полностью скрыта из вида поверхность ствола и веток. Уже спустя месяц на стволах начинают вызревать плоды. Сначала появляются зеленые плоды, но в процессе созревания они становятся темно-фиолетовыми, а иногда и почти черными. Цвет кожицы позволяет определить степень зрелости ягоды жаботикабы. Чем она темнее, тем больше плод готов к употреблению. В середине круглых плодов, диаметром 3-4 см, находятся от 2 до 4 крупных косточек в окружении полупрозрачной ароматной мякоти. Жаботикаба за год при достаточной влажности дает 3-4 урожая. В это время воздух наполняется приятным миртовым ароматом. Созревшие плоды похожи на виноградины. Именно за сочную мякоть с полупрозрачной желеобразной консистенцией розоватого или белого цвета и ценятся эти плоды. Вкус у ягод кисловато-сладкий с виноградными нотками, может быть немного вяжущий. У плодов сладкий вкус, но горькая кожура. Если есть жаботикабу с кожицей, то во рту чувствуется терпкость из-за наличия танина. Поэтому бразильцы предпочитают употреблять фрукт, выдавливая сердцевину из оболочки. Он не пригоден для замораживания и транспортировки, поскольку через 3 дня после сбора урожая в нем начинается брожение. Из-за этого иногда просто не остается другого выбора, кроме как либо выбросить фрукт, либо сделать из него алкогольный напиток. Поэтому в Бразилии научились делать из фруктов превосходное красное вино. Джаботикабу научились выращивать в горшках, как комнатное декоративное растение. Для домашнего разведения лучше всего купить 2-3 привитых гибридных саженца 1-3-летнего возраста. Если приживутся и начнут хорошо развиваться, можно одно оставить, а остальные подарить друзьям. Гибриды на 4-6 год зацветают и начинают систематически формировать плоды, украшая интерьер квартиры и привнося в состав воздуха нежный аромат миртовой ноты. Как и многие другие тропические культуры, для нормального роста и развития джаботикаба нуждается в полутени, и лишь в утренние и вечерние часы в небольшом количестве прямого солнечного освещения. В уходе жаботикаба очень привередливо. Стоит следить за сухостью земли, не допускать переосушения почвы. Растения поливают теплой отстоянной водой, но при этом избегая застоя в поддоне. Декоративную жаботикабу подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Подкормки вносят раз в месяц из расчета на возраст растения. Зимой дают культуре отдохнуть и питание минеральными веществами не производят. В свежем виде ягоды не продаются на территории России. Средняя стоимость саженцев растения жаботикаба под заказ из Италии составляет 10 600 рублей. Из-за того, что хранятся эти ягоды плохо, они служат сырьем для изготовления мармелада, желе, десерт. Готовят также из ягод соусы, варенье, смузи, конфитюр. Кожура находит применение для окрашивания в насыщенный красный цвет желе и вин. Применяют бразильский виноград в качестве профилактического вещества от онкологических болезней. Используют плоды, известные кровоостанавливающими, иммуномодулирующими качествами, при бронхите, сердечно-сосудистых патологиях, кожных поражениях. Благодаря витаминно-минеральному составу джаботикаба эффективно борется с инфекциями и вирусами, устраняет воспаление миндалин, очищает бронхи, предупреждает окисление клеток, восстанавливает силы после болезни, выводит токсины и тяжелые металлы из организма, предотвращает диарею. Интересен также тот факт, что в Бразилии есть целый город, названный в честь данной фруктовой культуры Жаботикабы. А все потому, что в нем растут тысячи таких деревьев, буквально во всех дворах и садах.
период цветения город напоминает собой картину из какого-то фантастического фильма, это невероятно красивое и завораживающее зрелище. Местные жители взимают с миллионов гостей отдельную плату только за то, чтобы заехать в Жаботикабль. Зато потом приезжие могут собирать столько ягод бразильского винограда, сколько их душе угодно. На вынос плоды, конечно же, тоже продаются, причем огромными количествами. Варенье и различные десерты из жаботикабы пользуются большой популярностью в мире, поэтому их скупают ведрами. В бразильском Сан-Паулу многие садоводы, которые выращивают джаботикабу, в период плодоношения берут с туристов плату за вход в свои владения и разрешают есть ягоды в неограниченном количестве. В Бразилии килограмм жаботикабы продается за 6 бразильских реалов, на наши это 83 рубля. Из этой суммы 1 бразильский реал выплачивается рабочим, которые помогают собирать урожай. В рекордные годы урожай составляет от 60 до 70 килограмм фруктов с каждого дерева, что приносит доход примерно в 200 бразильских реалов с дерева. Стоимость содержания сада невысока, всего лишь 10 бразильских реалов на уборку и борьбу с сорняками. Уборку производят 3 раза в год. В Бразилии растение пользуется большой популярностью. Так, в пригородах при продаже земельных участков берется приплата за каждую растущую там жаботикабу. Вторым городом в Бразилии, где очень чтут жаботикабу, является Сабара. В этом 45-тысячном городке ежегодно проходит фестиваль этого редкого фрукта. Жителям города, у которых во дворе растет жаботикаба, предоставляются скидки на муниципальные налоги. Обычно фестиваль проводится в конце ноября, начале декабря в историческом центре города. Длится фестиваль 3 дня. За это время жители и гости города могут отведать огромное количество различных блюд, приобрести поделки местных мастеров, послушать выступления многочисленных певцов и музыкальных коллективов. Здесь же можно приобрести саженцы и фрукты жаботикабы. За банку плодов просят 10 бразильских реалов, что бразильцы считают дорого. Но оправдание этому – плохой урожай. Киоски предлагают фруктовое мороженое, соусы, соки, ликеры, крепкие напитки кашаса, вино, торты, пироги, рулеты, джемы, цукаты, желе разных видов, альфахор – это бразильское печенье, медовый хлеб, конфеты и другое, что невозможно вспомнить. Все киоски также предлагают дегустацию. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!